Друзья, всем привет! С вами я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И в сегодняшнем видео я буду рассказывать про самодельные задние щеки на 400-ку в 44-45 кузовах. Это все 400-е Skyway, начиная с 2007 года. Но вначале маленькое объявление. Друзья, я увлекся очень сильно изготовлением дубликатов ключей для мототехники. В первую очередь это BMW. Я делаю ключи Keyless. В том числе могу сделать вам потерянный ключ Keyless. Его не надо будет ждать месяц, два, три через каких-то мутных посредников из Германии за бешеные деньги, в случае чего. Но лучше, конечно же, озаботиться, пока ключ еще есть. Также делаю дубликаты ключей на Burgman и Skyway. Только, пожалуйста, пока не обращайтесь с бесключевым доступом. Я работаю над этой проблемой, но решение ей я пока не нашел. Но я обязательно постараюсь его найти. Также тут обрабатываю информацию сейчас по поводу Kawasaki и системы бесключевого доступа. Как-то она называется, KeePass, что ли. В общем, нарезать жало я могу вообще практически на любом ключе авто или мото. Я купил хороший ЧПУшный станок для этого дела. То есть качество нарезки будет полностью соответствовать заводскому, очень точно и, как правило, с первого раза без допиливаний. Поэтому с вопросом ключей можете обращаться. На Burgman мы клонируем чипы. Все старые модели BMW с иммобилайзером также мы клонируем чипы, привязываем. В общем, технологии есть, но как бы многие вещи очень в процессе доработки. Последнюю неделю я прям живу этим вопросом и каждый день очень сильно продвигаюсь, поэтому если у вас какой-то вопрос есть по теме, вы можете меня просто об этом спросить в WhatsApp, ссылочка где-нибудь в описании или закрепленном комментарии на топлинк обязательно есть, там прям есть кнопочка «Написать в WhatsApp». И я очень прошу всех, кто хочет попасть ко мне в сервис, делать это только через эту кнопочку, только через сообщение в WhatsApp, потому что говорить всегда неудобно. Даже во время записи видео, хотя я это делаю в нерабочее время, у меня довольно часто звонит телефон и приходится, к сожалению, прерываться. Ребята, в который раз прошу, уважайте чужое время. Итак, задние щеки. Почему я решил изготавливать именно их? Идея вообще на самом деле больше 2 лет уже, даже уже, наверное, года 3. Потому что, во-первых, они довольно сильно изнашиваются именно на этих скутерах. Штатный алюминий, из которого они изготовлены, ходит сравнительно немного. Иногда, если там у кого-нибудь еще рванул первый ремень, повредило сальники, уже к 40 тысячам щеки вот имеют такой вот износ, как здесь, а он явно здесь более 2 миллиметров. Иногда ко мне приезжали такие мопеды с износом чуть ли не 5 миллиметров яма. Значит, передние щеки в изготовлении сложнее, и их там в определенной крайности можно один раз проточить. Но вот с задними щеками проточка, к сожалению, невозможна. Здесь со мной вроде как солидарны даже солнышки. Ну и, наверное, не только они. Потому что просто металл очень-очень тонкий. Вот здесь вот толщина металла оставшаяся, прям ерунда. И даже если их проточишь, то какие-то манипуляции сделать для того, чтобы сблизить их после того, как толщина уменьшилась, с ними крайне трудно. То есть их надо либо переклепывать, какие-то подкладки подкладывать. Ну, короче, это заморочка, анонизм, он не имеет никакого смысла. С передними щеками все несколько сложнее. Хотя я все-таки склонен к тому, что передние щеки проще поменять. Вторая причина в том, что стоимость задних щек, новых, оригинальных, гораздо выше, чем стоимость передних. Значит, мы изготовили такие вот щеки. Это уже вторая, так скажем, попытка, то есть это уже, ну, вы не будете уже первооткрывателем в этой теме. Пару лет назад я заказывал 2 комплекта таких щек, и оба эти комплекта ездят. Уже оба ездят, ну, то есть 2-й сезон, где-то 1,5 сезона. Жалоб нет. То есть я не сильно наблюдаю, то есть не очень много они проехали, но, по крайней мере, нету никаких лишних вибраций, никакой кривизны. То есть я измерял кривизну после установки на скутер, и все. Все, в общем-то, с ними в порядке. Значит,
Первое и важное. Материал, из которого изготовлены эти щеки, это не кремнистое литье непонятного состава, какое-то вторичное, которое в оригинале. Это D16T. То есть мы не изготавливаем эти щеки методом литья и только лайтовой проточкой, как завод. Это бралась здоровая толстая болванка, и из нее точились эти шкивы с нуля. На сегодняшний день мне удалось изготовить партию 11 комплектов. Делалось очень туго. Я знаю, что некоторые прям очень долго ждали этого видео, когда же наконец будет готово. Вот один комплект у меня уже заочно продан и парочка предварительно в резерве. То есть примерно 8 комплектов я могу продать. Делались они несколько месяцев, и до этого год я уговаривал фрезеровщика за это взяться. Так что если кто-то хочет, и если у кого-то 400-ка вот прям для себя и надолго, я рекомендую задуматься. Потому что может быть такое, что это первый и последний раз. Потому что перспективы импортозамещения у нас очень хреновые. Значит, что касается цены. Сразу говорю, ребята, дорого. Да, чуть-чуть дешевле, чем оригинал купить, но дорого. То есть такого, чтобы прям за копейки выточили, не получается. Потому что чуть ли не там треть этой цены – это банально материал. Очень много материала переводится в стружку. D16T нынче дорог. Значит, 35 тысяч комплект, если вы клепаете сами, это вот из этой партии цена на 2024 год. В 2025 она может измениться, если они еще останутся. Значит, и 37 тысяч, если мы переклепываем их своими силами. Значит, как их клепать и как их устанавливать, я сейчас расскажу и параллельно вставлю какие-нибудь кадры, как это происходит. Значит, заклепки также входят в комплект. В прошлый раз заклепки мы изготавливали самостоятельно, но поскольку не осталось никаких чертежей, заново воспроизводить и экспериментировать нет желания, то есть на щеки мы сделали 3D-модель сразу, а вот с заклепками как-то провафлили. Значит, мы просто нашли сейчас готовые заклепки. И сейчас вот я как раз буду сегодня пробовать клепать эти щеки. И если получится, что они коротковаты, то мы будем использовать на 2 мм длиннее. Они вот чуть ли не завтра должны приехать или даже сегодня. Значит, процесс, в принципе, очень простой. То есть основания вот эти вот, они, как правило, особо не изнашиваются, с ними особо ничего не бывает, и они остаются родные. Значит, первое, что нам надо сделать, это удалить старые заклепки. Я зажимаю все это дело в токарный станок и резцом просто срезаю выступающую часть, а потом тупо керном каким-нибудь, там, не знаю, чем угодно выбиваю остатки. Таким образом, получается аккуратно разобрать щеки, потом надо, бывает, надавить немножко, иногда прессом, потому что тут это все дело очень плотно сидит, и там образовывается какая-то коррозия. Таким образом мы разбираем щеки и имеем два основания. Основание мы отмываем, естественно, там удаляем из них там подшипники, сальники обязательно ставятся новые, если вы туда лезете. Вот на второй щеке, на подвижной, здесь два сальника. Особое внимание обращаем на сальники, потому что если когда-нибудь у скутера рвался ремень, то ошметки ремня повреждают внутренний сальник, и когда вы ставите новый ремень, не меняя сальник, смазку начинает раскидывать на ремень, на шкивы, к ней моментально прилипает там абразив, там песок, продукты износа, и все это моментально упиливает ваши щеки, поэтому здесь никакой смазки быть не должно, здесь все должно быть максимально обезжирено. И лучше смазки в торг не доложить, чем переложить, чтобы ее потом давило. Всегда будьте к этому моменту очень сильно внимательны. Это же касается и передних щек. Поэтому, значит, дальше мы берем вот эти два металлических основания, берем банально щетку на дрель и вычищаем всю возможную оставшуюся коррозию. Это очень важно для нормальной геометрии этого всего дела в конце, потому что геометрия задается плоскостью прилегания, и в ней не должно ни в коем случае быть каких-то посторонних предметов. Вычистить нужно хорошо, в идеале еще пройтись каким-нибудь скотч-брайтом в конце, можно коралловым кругом чистить. В общем, всем, кто что щадяще вычищает всю ржавчину и грязь, но при этом не повреждает металл. Железяки эти, насколько я знаю, достаточно подкаленные, поэтому повредить их будет трудно, но все равно лучше быть повнимательнее.
Значит, ну и дальше финалочка. Это мы просто надеваем на место новые щеки и идем в пресс. Просто делаем упор в нижнюю часть заклепки и чем-нибудь давим на верхнюю. Потом заклепка напротив и так все 6 на каждой из двух деталей. У нас получается комплект новых щек, который просто можно ставить. Значит, если мы обратим внимание, то вот здесь методом литья изготовлено все это дело. То есть расход материала у производителя был минимальный, но наше производство не позволяет, во-первых, сделать методом литья. Во-вторых, если мы попытаемся отлить D16T, то состав этого материала очень сильно изменится. D16T, если кто-то не знает, это материал, который очень прочный, он очень хорошо подходит для токарной обработки, он достаточно износостойкий, но, к сожалению, он не сваривается и льется он тоже при очень-очень каких-то там сложных условиях. Я сейчас вот, возможно, меня сейчас захейтят, у меня с металловедением не супер, но, насколько я помню, у него такие свойства за счет определенной кристаллической решетки, кажется, там медь используется. И как только мы нагреваем этот металл до температуры плавления, у него вот эта кристаллическая решетка вся разрушается. То есть он в каких-то определенных условиях изготавливается, и он только токарится. Поэтому технология заводская нам недоступна. Для того, чтобы сделать вот такую вот имитированную, я не знаю, что это, крыльчатка или ребра жесткости, что задумывал производитель, но и ту, и другую функцию мы выполнили, просто равномерно отфрезеровав это место. Они получились чуть-чуть тяжелее родных, но при этом они чуть более жесткие и, возможно, даже чуть более теплоемкие. Ну, по идее, это должно лучше ходить. Я так думаю. Намного причем, чем оригинал. Такая вот, в общем-то, разработка. Я очень надеюсь, что она пойдет, что деньги я не выбросил, потому что я это все на свои деньги делал. Ну, очень надеюсь, что это все послужит вам нормально. И если эта партия разойдется быстро, то я уже с осени начну работать над изготовлением еще одной для того, чтобы, собственно, к весне это было актуально. Можно изготовить на любой скутер, то есть там старые 400-ки, там условно какие-нибудь там 250-ки, еще что-нибудь. Но я боюсь, что не востребовано будет. Потому что делать 1-2 комплекта абсолютно нерентабельно. А делать там 10 комплектов, можно их продавать до старости. Поэтому, к сожалению, такая вот история. То есть я вижу именно то, что наиболее актуально. У меня есть, кстати, вот сейчас в продаже приехала наконец-то парочка оригинальных шкивов, но, к сожалению, очень сложно едет сейчас это все из Японии. Теперь все детали, которые из Японии едут, детали вариаторов, детали двигателей, в том числе прокладки, сальники, это все теперь санкционка, которую японцы запрещают напрямую возить в Россию. Поэтому цепочки поставок очень сложные, а срок поставки этих деталей достигает иногда полугода. Это шок. Ну, в основном где-то 3-3,5 месяца, но вот иногда некоторые поставщики прям называют срок до полугода. Это звучит, честно говоря, страшно. Потому что с Германией есть варианты, если очень хочется, да, переплатить, но достать запчасти за месяц. А вот с Японией все, к сожалению, только ухудшается. Более того, Япония запретила экспорт подшипников для, по-моему, военной техники и чего-то еще не очень давно. И, короче, из-за того, что непонятно, как на таможне классифицировать, от чего этот подшипник, там, от мотоцикла или от космического корабля, соответственно, Япония просто не выпускает подшипники пока, и пока непонятно, как это обходить и что с этим делать. То есть это не только санкции для России, а просто Япония запрещает вывозить в любую страну. Я не знаю, с какой целью они это сделали, я в это глубоко не погружался, но вот имеем то, что имеем. И смысл в том, что, допустим, вот этот игольчатый подшипник торг-драйва заказать я сейчас чисто физически не могу. То есть я тут чисто случайно, у меня их вроде было много, чисто случайно продал последний, и выяснилось, что с заказом проблемы. То есть один я там у своих коллег купил, резервный на всякий случай, но такие вот проблемы приходится испытывать. Благо, что большая часть подшипников, которые мы используем в ремонте, они все-таки
именно на Бургман, то есть какие-то колесные, самые вот первые расходники, там, не знаю, рулевой колонки, еще чего-нибудь. То есть они в основном универсальные, то есть их делает много производителей по всему миру, и их можно достать. Да, это тоже гигантская проблема, потому что рынок просто наводнен подделками, и, к сожалению, риски очень сильно увеличились с этим вопросом, но мы имеем то, что имеем, и пытаемся как-то разгребаться с тем, что есть. Очень надеюсь, что сегодняшнее видео было полезно и интересно. Если вы хотите приобрести такие щеки, пишите мне в WhatsApp. Если нужно выслать, я вышлю. Если нужно переклепать, вы можете прислать мне свои щеки, я переклепаю, отправлю вам обратно и так далее, и так далее. Все так же, как с суппортами. Присылаете, я делаю, соответственно, отправляю вам обратно, либо приезжаете на скутере. Это, в принципе, самые такие нормальные реальные варианты. Значит, что касается очереди сейчас. Мы дошли примерно до 40-го номера. Некоторые начали отваливаться. Записывается у нас там уже 95, 96, 97. Делаем так, как можем. Выше головы не прыгаем. Делаем, стараемся качественно, вовлекаемся. То есть все, кому надо качественные, все, кто не видит альтернатив, все дожидаются. Если кто-то отказывается, ребят, я никого не держу. Как есть, я не могу прыгнуть выше головы и расшириться в сторону потери качества я тоже не могу. Я скорее очень сильно подниму цены, чем опущу качество. То есть у меня такие приоритеты. Лично, как по мне, с понижением качества данный сервис не имеет никакого смысла. Я доведу запись до 100-го номера и пока, наверное, ее вообще приостановлю. Дополнительно, соответственно, сообщу, потому что, скорее всего, 100-й номер это нам на всю зиму хватит до весны. Вот, а дальше, соответственно, сообщу дополнительно. Все, кого я записал в очередь, все, естественно, кто захочет, будут обслужены, а дальше мы будем смотреть. То есть может такое быть, что будет очень сильное поднятие цен, для многих людей, возможно, неприемлемое. То есть тут работают законы экономики, которые, к сожалению или к счастью, у нас существуют. Спасибо за понимание, очень надеюсь на него. Всем, кому могу, стараюсь всегда помочь. Пишите, будем что-то думать, будем обсуждать. Побежал переодеваться и работать. С вами был я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Будьте аккуратнее на дорогах. Всем удачи, всем пока.